механизмы смазаны. Это был шкаф для зарядки аккумуляторов. Тут у нас был дизель-генератор. Здесь мы видим всю электропроводку. Несколько часов потратил на поиски входа в одно очень интересное защитное сооружение. Спускался с отвесной горы, весь уделался в глине, чуть не угробился. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Вчера вот в этом лесу я провел энное количество времени в поисках входа в защитное сооружение. Очень интересное защитное сооружение. Ну, а сам вход, собственно, выглядит вот так. И вот первый этап спуска я уже преодолел. Отправляемся дальше, вглубь. Согласитесь, очень нестандартно сделанный аварийный выход. Причем он дублируется. Давайте сначала пройдем и посмотрим, что же с другой стороны. Можно ли там выйти на улицу? Тут все поросло паутиной. А второй выход наглухо закрыт. Тут была вот такая вот электрическая проводка. Точнее, она даже сейчас есть, но просто тут все уже изрядно проржавело. И, очевидно, должен был иметься выход на освещение. Кто-то отсюда уже не выбрался. Гермодверь. Похоже, даже тут все работает. Все механизмы смазаны. И дальше меня ждет вот такой вот очаровательный спуск вниз. Мне, правда, говорили, что он немножечко глубже. Ну, и слава богу, что он не такой глубокий. Аварийный выход закрывался вот таким вот люком. Он уже не в таком хорошем состоянии. И отсюда можно было подняться наверх. Я так понимаю, что там должен был быть наблюдательный пункт. Обратите внимание, электричество шло вот от того распределительного щитка и как раз уходило вниз в само защитное сооружение. Но сейчас кабель обрезан. Как выяснилось, спуск не закончен. Тут продолжение. И неясно, там ли все это закончится. Обратите внимание, как удобно сделаны скобы для того, чтобы, когда вылезаешь наверх или спускаешься с самого верха, можно было хвататься за них руками. Да, этот спуск был финишным. И нас здесь встречает гермофорточка, гермоклапаны и опять же обрезанная проводка. А сейчас, друзья, прервемся на пару секунд. Я хотел бы поблагодарить компанию Armitec за предоставленный великолепный фонарь Armitec Viking Pro, без которого эта съемка не была бы такой яркой. Если вам необходим качественный, надежный фонарь от одного из лучших мировых производителей, то в описании под этим видео я оставлю ссылочки, и по промокоду Underworld вы сможете приобрести такой же фонарь или любой другой из ассортимента компании Armitec с хорошей скидкой. Все прекрасно открывается. Все засовы работают. Посмотрите, и гермоклапаны все находятся в смазке. Все в рабочем состоянии, практически идеальном. К сожалению, на маркировке здесь не читается год. Точнее, его просто нету. Ящик для боеприпасов. Ну и еще одна гермодверь, которая тоже прекрасно открывается и закрывается на петлях. И засов тоже вполне работоспособный.
входят все ригеля, все смазано. Резинка уплотнительная тоже в хорошем состоянии. Ну и мы попадаем в сам бункер. Первое, что нас здесь встречает, это фильтровентиляционная камера. Само оборудование произведено в Загребе, причем таблички какие-то тоже очень даже свежие. Удивительно, на месте электромотор. Тут, конечно, все заржавело. Переключение режимов фильтрации воздуха. Сейчас они стоят в нормальном режиме, а в нижнем положении защитный режим, то есть когда ведется фильтрация воздуха. И опять же, к сожалению, нечитаемый год. А здесь датчик пропускной способности в кубометрах в час. И, как я понимаю, максимальная пропускная способность 1267 кубометров в час. Тоже целый электромотор, правда, от него отрезан силовой кабель, но это уже мелочи. К сожалению, не берусь сейчас сказать, для чего вот эта камера предназначалась, но, скорее всего, тоже для фильтрации воздуха. И опять же все функционирует. Сама гермофорточка, правда, ходит немножечко потуже. Ну а мы оказываемся в основном зале убежища, который разделен на две части. Здесь мы видим всю электропроводку. Тоже состояние, в принципе, очень даже приличное. Кое-какие предохранители повыломаны, но в целом. И смотрим, что здесь было. Электрический нагреватель на 10,8 киловатта. Мощно. Нагреватель 1, нагреватель 2, нагреватель 3 и так далее. 6 нагревателей, каждый из которых по 1,8 киловатта. Главный переключатель и, собственно, само включение-выключение нагревателя. Этот щиток предназначался для главный переключатель. Включено-выключено. Что он включал-выключал, здесь, к сожалению, не написано. Ну и указано, что System нулован – это значит, что система заземлена. Что-то должно было находиться в этой рамке. К ней подходят электрические провода. Возможно, здесь даже был прозрачный планшет, на котором что-то отмечали. Обратите внимание, закладные полки под кабели из нержавейки. И вообще, похоже, все это достаточно современное. Следующая интересность – это двери, которые отделяли это убежище, разделяли его на две части. Я не буду сейчас ломать, тут уже действительно двери прилично прогнили, но вообще такая вот складная гармошка. Итак, это главный зал. Здесь опять какое-то электрическое оборудование размещалось. Оказывается, в этом шкафу размещалось устройство для зарядки аккумуляторов. Верхний вольтметр до 60 вольт, нижний амперметр чуть более 20 ампер. Два переключателя, которые включали-выключали зарядку и прочие индикации. Тут, по-моему, крайнее помещение в этом блоке. Да, почему-то написано не закрывать дверь. Тоже небольшой шкаф под электрику.
Ну а мы переходим в другой блок. Здесь все тоже отделялось гермодверьми. Тоже все в рабочем состоянии. Правда, интересно, здесь на гермодвери присутствовала решетка, то есть, которая делала ее не полностью герметичной. Либо это врезано уже было позднее с какой-то целью. Ого-го! И с внешней стороны это тоже все закрывалось вот такой вот гермой. А то помещение, в котором мы с вами только что были, откуда вышли сюда, там находился оперативный зал. Ну и теперь главные масштабы этого защитного сооружения. Туда вдаль уходить я даже не могу просветить мощным фонарем. Давайте пока пойдем в ту сторону. А вот поворот в помещение, где мы с вами были. Но что интересно, оно не отделялось никакими защитными дверьми от этого коридора. Ладно, продолжим дальше движение. Туда мы отправимся позже. Давайте исследуем основной коридор в этом направлении. Ого, вот это размеры, друзья. И очень интересная гермодверь со штурвалом. К сожалению, тут сейчас ничего не функционирует. Хотя... Нет, к сожалению, эта дверь хоть и открывается, закрывается с трудом, но сам штурвал не работает. Пойдемте дальше. Тут у нас был дизель-генератор. Точнее, он и сейчас есть, он вполне, по-моему, исправный. И санузел. Душевые. И кабинки. Обратите внимание, даже сливной бачок пластиковый. Итак, на самом генераторе стоит маркировка 1985 год. Хотя у меня однозначно создается впечатление о том, что этот бункер, это защитное сооружение явно обновлялся гораздо позднее. Посмотрите, даже фильтры на месте. Интересный эксперимент. Давайте проверим уровень масла. Посмотрите, масло свежее, залито точно по уровню. Какая прелесть! Ну а здесь расположены различные приборы. Амперметры, вольтметр до 400 вольт, амперметры до 40 ампер, шкала в герцах. И что самое интересное, этот генератор наработал 64 машины часа. Ну и здесь мы видим силовой выход, от которого кабель обрезан. А здесь располагались, может быть, баллоны со сжатым воздухом, может быть, сюда подключали как раз вот эти вот бочки с горючим. Интересно, пустая? Нет. Вот это точно пустая.
вот эта бочка явно не пустая. Ну, еще интересный момент. Снаружи, через вот эти вот ворота въездные, снаружи все заделано блоками. Что-то типа пеноблоков. Естественно, в помещении, где работали с горюче-смазочными материалами, где находится генератор, была мощная вытяжка. И как сделан сам выхлоп генератора, он уходит отдельным патрубком наружу. Могучие гермодвери. Тоже все работает, все вращается. Пожалуй, стоит немного рассказать о самом бункере. Как вы уже, наверное, догадались, находится он на просторах бывшей Югославии и надежно скрыт одним из лесных массивов Сербии. К сожалению, каких-то исторических данных об этом месте найти не удалось. Но абсолютно очевидно, что здесь располагался запасной командный пункт, какой-то штаб. По архитектуре и конфигурации самого сооружения можно довольно точно предположить, что период его постройки относится ко Второй мировой войне или первым послевоенным годам. В двух подобных бункерах в Белграде мы уже побывали. Они были значительно меньше по масштабу, но все конструктивные решения и даже часть используемых гермодверей идентичны этому бункеру. Считается, что те сооружения были построены немцами во время оккупации Сербии. А об этом бункере вполне однозначно можно сказать, что эксплуатировался он до недавнего времени. Ну а мы отправляемся в обратном направлении исследовать ту часть убежища, в которой мы еще не были. И, кстати, здесь, смотрите, тоже гермоклапан. И что-то показывающее количество жидкости, черт его знает, уровень жидкости. Ну и давайте теперь по ходу смотреть вот эти ответвления, куда вели они. Опять видим уже менее мощные двери, канцелярия и дактилограф. Что такое дактилограф? Не дактилоскопия же. Скорее всего, здесь была канцелярия и какая-то связь. Посмотрите, тоже интересно сделан клапан на этой вентиляции. Ном рефу ом. Даже не предполагаю, что это такое, но помещение аналогичное. И заканчивается это ответвление такой вот круглой комнатой. А сверху, я даже не могу предположить, что здесь было, вмонтирован достаточно мощный анкер. То есть здесь сверху что-то подвешивалось, черт его знает. Очень интересное помещение. Ну и оно тоже закрывалось такой вот дверью и имело аналогичную вентиляцию. Спускаемся обратно вниз и продолжаем изучать этот бункер. Вот мы подходим к еще одному ответвлению. И тут будет, видимо, аналогичный блок. Как мне уже отсюда видно, из двух помещений по бокам и одного такого же полукруглого. НОБ. И НОБ. НОДОП. Нет, к сожалению, данные аббревиатуры мне ничего не говорят. Здесь уже пошла плесень. Отправляемся в противоположную комнату. Она вообще пустая, не считая электрики и вентиляции. Ну и абсолютно аналогичное такое же круглое помещение. Здесь, видимо, было 3 поста, 3 стола, сейчас осталось только 2. Пойдемте дальше. Это та самая дверь, где находится оперативный зал, где мы были.
Ну а мы отправляемся вперед в неизвестность. Причем в этой неизвестности еще явно не одно помещение, далеко не одно помещение. Здесь мы видим третье такое же ответвление. И скорее всего там мы увидим абсолютно то же самое, разве что с другими названиями. Одна аббревиатурка почти сгнила. Кусок силового кабеля. Ну и третье, абсолютно аналогичное помещение. Причем здесь все 3 стола на месте. А вот здесь мы видим надпись «Начальники Родова». Родова родов. Подходим к еще одному помещению по левой стороне. И здесь находились комендант и адъютант коменданта. Достаточно скромный зал, поделенный на несколько частей. Здесь же, как я понимаю, находились запасы питьевой воды. Оттуда можно протиснуться во второй выход из этого зала. Еще один такой же подъем. Центральная. Здесь таблички, увы, нету. Могу, конечно, сильно ошибаться, но это похоже на небольшую АТС. Ну а здесь уже в 4-й или в 5-й раз. Ничего нового. Только анкерный крюк более мощный. Возвращаемся обратно в этот коридор. Мамочки, он там бесконечный. Вот это вообще непонятно, для чего было сделано. Обратите внимание, здесь везде шел силовой кабель. Если вы думаете, это конец коридора, нет, это не конец. Тут просто оказалась открыта гермодверь. И здесь что-то хорошо горело. Точнее, не гермодверь, а скорее всего воздухоплотная дверь. Достаточно сильный запах бензина присутствует. Возможно, здесь обжигали кабели. Хотя, обратите внимание, по левой стороне силовой кабель присутствует. Тут, к сожалению, все намертво.
А снаружи, если очень прислушаться внимательно, несмотря на массивную гермодверь, какой-то постоянный шум, причем не шум города, может быть, как шум воды. Боюсь, что на камеру вы этого не услышите. И здесь был такой же датчик, скорее всего, это давление. Элементарный датчик давления. Посмотрите, какой мощный ввод был силовых кабелей. И тут тоже этот прибор, который, скорее всего, измерял атмосферное давление. Зато теперь становится понятно, почему цел вот этот вот кабель. Потому что это вовсе не кабель, а труба водоснабжения. Если вы еще не видели мой ролик о секретах белградского подземного железнодорожного транспорта и противоатомном убежище, построенном по всем стандартам защитных сооружений в метро, переходите по ссылке. Только зрителям из России я советую смотреть его с VPN, поскольку доблестный Роскомпозор заблокировал это видео. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!